Люди берут кредиты на все, на что можно, там, на автомобили, на учебу, на квартиру и так далее. Это стремление пожить лучше вот прямо сегодня, а не там, когда-то через 5 лет. Как вы считаете, можно ли вообще в России жить без кредитов? По-моему, очевидная тема, то есть как заплатить своим будущим за то, чтобы пожить сейчас так, как ты хочешь, это пойти взять кредит под ставку 70% годовых. Это очень дорогая плата, потому что в будущем ты будешь корячиться как не знамо кто или отбрыкиваться от коллекторов и так далее. Я говорю так, не надо платить в будущем за твое настоящее. Создавай будущее, кирпич к кирпичу, иди по ступеням к своему будущему, а не скачкообразно. Иначе вляпаешься в такое дерьмо, где все твое будущее, которое у тебя, скажешь, нахрен мне такое, ну ты же сам это сделал. Поэтому, когда мне говорят, как жить без кредитов, ребята, да нормально жить с кредитами, если вы берете кредит под 15%, а не под 70%. Если все эти комиссии за выдачу, за т, если их сложить, это получается 70% годовых. Но в то же время это инструмент. Если им уметь пользоваться, и пользоваться аккуратно, и с учетом некоторых ограничений, то это удобный инструмент для совершения каких-то операций. Вопрос только один. Кто и как овладевает этим и где? А здесь все понятно. Никто нигде этому не учится. В результате берут наобум и попадают в не очень приятную ситуацию. Поэтому, если не хочешь учиться, как владеть этим инструментом, лучше не пользоваться. Как может здоровый человек, умеющий считать деньги, платить эффективную ставку 70% годовых? Как? Лайфхак здесь заключается в следующем. В целом кредитные ставки или вот эти процентные ставки, да, в долгосрочном плане будут снижаться. И поэтому умные люди, которые умеют этим пользоваться, учатся и так далее, они берут кредит, например, там, брали, вот, знаю, там, например, ипотеку 14%, потом рефинансировали ее на 9%, завтра рефинансируют там на 6%, каждые 2-3 года рефинансируют в другом банке по снижающей ставке. А вы же сами брали кредит, и не то, что там какой-то небольшой кредит, а $200 тысяч по 10%, только не годовых, а месячных. Это точный расчет был или это риск, и вы шли ва-банк? У нас было своего оборотного капитала очень мало, там 20-30 тысяч долларов. А нам надо было 200 тысяч долларов, чтобы закупить 2 вагона стеклоткани, чтобы произвести вменяемую партию товара. Ну, иначе не было смысла приступать к этой операции товара, вот этого кровельного материала. Поэтому мы искали 200 тысяч долларов внешнего финансирования. В долг, в займ, как угодно, прошли все банки. Никто там не давал, залогов нет, прошли всех friends, full family и нашли двух физических лиц. Это были бандиты? Нет, это были такие взрослые дяди, мужчины, кровельщики. То есть они уже заработали деньги и, в принципе, становились не просто теперь предпринимателями, а еще и инвесторами. И они инвестировали в какие-то сверхдоходные проекты. Вот эти богатые кровельщики нам и судили эти деньги под очень неплохие проценты. 10 с лишним процентов в месяц. Опять же, это был не банк, это были физические лица. Тщательно отбирали проект, тщательно отбирали команду. Нас смотрели, изучали. И, собственно, поэтому и выдали деньги. Тогда мы просто думали, мы все рассчитывали. Мы не были героями, которые могли там на амбразуру там идти грудью. Другое дело, что обстоятельства вносят коррекции в наши расчеты. И следует понимать, а тогда мы это не знали просто, да, что какие бы ни были точные расчеты в сложных и быстро меняющихся системах, все эти расчеты — это херня полная, потому что там поменялось там 1, 2, 3 что-то, и все изменилось. Поэтому мы не могли предполагать, что жестко заключенный контракт с заводом, который производит нам кровельные материалы, вдруг будет отменен. Жесткий контракт со штрафными санкциями.
Мы пропустили вот что. Смотри, что там жесткий контракт, штрафные санкции. Да? Но если они разрывают контракт, мы просто не доживаем до того времени, когда мы с них сможем получить эту штрафную санкцию. Мы не доживем, а они переживут. Поэтому он говорит: ребят, ну, мы разрываем контракт, ну, хотите, судитесь с нами. Они просто понимают, что мы не сможем протянуть и 3 месяцев, а суды идут в большее время. Когда мы понимали, что завод отказал нам в производстве, первое, что мы сделали, это мы пошли и объявили, что мы собираем предоплату с клиентов. И кто скинет нам предоплату, тот получает дисконт. Естественно, такая реакция прямая, это когда тебе отказывают, ты начинаешь сворачиваться, схлопывать. Мы сделали оппозитку. То есть мы пришли, и 20% от тела кредита, который мы взяли, мы отдали через 3 недели, просто получив предоплату от клиентов. То есть всегда бывают какие-то дырки. Но дырки не в расчетах, а дырки в том, что обстоятельства резко изменяются. Поэтому, когда люди рассчитывают свои планы, какие-то замыслы и так далее, есть 2 способа на самом деле. Либо перезаклад делать большой, но тогда ты сужаешь воронку действий, потому что можно так перезаложиться, что самый большой перезаклад — это вообще ничего не делать. 0 риска. Или второй. Если что-то делаешь, делать быстро, чтобы обстоятельства окружающие не успели сильно измениться. То есть ты берешь и выхватываешь некую зону, когда даже если они начнут меняться, ты успеваешь провернуть свою операцию. К сожалению, иного способа, особенно когда ты еще в начале стартуешь и так далее, нет. А может и счастье. Важно в момент, когда твой план не сбылся, да, применять план Б, С, то есть постоянно, держа в голове замысел, да, перепланировку делать. План — ничто, планирование — все. Игорь, вы как считаете, есть вещи, на которые стоит брать кредит? Конечно, есть. Черт побери, их не так много, но вот одна есть, как минимум одна, да? Смотри, простая ситуация, например, ты работаешь, не знаю, ты или какой-то человек, таких много, работает, 70 тысяч рублей им платят. Я возьму московский рынок, потому что в некоторых городах 70 тысяч было бы даже нормально, да? По Москве 70 тысяч — это взять кредит, например, 300 тысяч рублей, чтобы отучиться в Hacker.ю или в какой-то школе, да, профессии, например, белый хакер или пинтестер, то есть проникатель, или какой-то современной профессии, по которой дефицит кадров, дефицит специалистов на рынке, так, чтобы тебя по окончании этого курса, все, тебя трудоустраивает за 120-150 тысяч рублей. А теперь смотри, какая математика простая. Через 8-9 месяцев ты работаешь на новом месте за 120, 150 тысяч. 70-50. Сколько разница? 80 тысяч. Ты взял кредит на 300 тысяч, у тебя 80 тысяч разница то, что ты получаешь. В результате ты отучившись, взял кредит, отучился, 80 тысяч плюс, это всего лишь надо 5 месяцев потом на новой работе, чтобы полностью загасить тот кредит. То есть чувствуешь, какой срок небольшой. Есть такие профессии, которые очень востребованы, но если ты можешь, если ты крутой, иди и делай это. Вот на это кредит взять, просто святое. На это, то есть на учебу, но только не на учебу в институте, боже упаси, MBA, всякие там бизнес-образования, вот не надо, МГУ всякие там, не надо. А обучение профессии, конкретной профессии, после обучения которой ты востребованный специалист в конкретной корпорации за конкретные бабки. И дальше ты считаешь простую математику. За сколько месяцев на новой работе ты гасишь этот кредит. И если это 6-8 месяцев, не более 6-8 месяцев, это выгодная сделка. Так, а что делать-то в итоге людям, у которых уже ипотека и 5 кредитов еще? Они уже в этой ситуации. По-серьезному я уже отмечал следующее, что сейчас идет период снижения процентной ставки. И банки наперебой предлагают рефинансирование по сниженной ставке пула кредитов, которые набрали
Это очень практический прием, который в данном моменте, он вот многими людьми уже применяется. Значит, если человек набрал потребов беззалоговых, и это, здесь вариант личное банкротство. Не надо бегать, не надо сидеть, чтобы тебе звонили, все равно будут звонить. Коллекторы и так далее. Если ты испытываешь и реально понимаешь, что, блин, ты понял, куда вляпался, и тебе надо, вот, перезагрузку сделать, надо провести процедуру очищения. Это процедура личного банкротства. Да, она неприятная. Ну а что, ты когда к урологу пришел, тебе приятно, что тебе там, тоже немножко неприятно. Но с другой стороны, а что тебе, хочется дождаться, пока там вообще все заклинит, что ли? Если есть две неприятные штуки, давай выберем наименьшую неприятность и ее сделаем, чем чтобы случилась там большая неприятность. Вот такие очень практические советы бывалого, так сказать, человека, предпринимателя, у которого получается жить. Ну а кто хочет совсем уж, так сказать, карму свою поправить и настроение, то для этого вот тот самый инсайт, называется он очищение. 3 дня ни на кого не ругаться, не думать плохое, вот вообще 3 дня, всего 3 дня. Каждый может выдержать 3 дня. Не ругаться, не думать плохого, вот все. Все люди хорошие. Как заканчивается этот этап? Сделать месяц. Тоже. Все люди хорошие, ни на кого не ругаться. И как закончился второй этап? Сделать 3 месяца. А потом посмотреть, как изменится твоя жизнь. Но это для полной такой стабилизации и выхода вообще в другой способ мышления. Потому что очень часто мы подвержены манипуляции со стороны банков тех же, да, которые нас разводят на эти кредиты путем того, вот, смотри, возьми кредит, квартира у тебя будет или там машина. Ладно, банки, а то еще какие-то дельцы там финансовые эти, как их называют, микрофинансовые организации. Те вообще такие впаривальщики, так сказать. Так вот, чтобы не реагировать на это, чтобы в тебя вот эта внешняя вот эта вот суета не входила так легко, а чтобы у тебя был такой щит, сберегающий тебя, чтобы сформировать вокруг себя сберегающий щит, необходимо сделать вот эту вот настройку. Побыть в тишине иногда важнее, чем листать ленту Инстаграма и Фейсбука и слушать, что сосед там, и смотреть, кто как живет, и я тоже так же хочу. Пока человек не построит вокруг себя сберегающий кокон, что все хорошие, все делают там свою работу, вопрос, я делаю вот это, и я буду вот так жить, и я хороший,